Здравствуйте, друзья! В эфире Геоэнергетика Инфо. С вами Радайкин Максим. И я, Борис Марцинкевич, всем добрый день. Состоялся государственный визит Владимира Путина в Индию. Как ни удивительно, среди подписанных документов по энергетике нет ничего. Про нефть, естественно, и не стоило бы вслух говорить на фоне санкций Соединенных Штатов Америки. Но по атомной энергетике тоже ничего. Хотя планы у Индии весьма амбициозные. Борис Леонидович, пожалуйста, приоткройте нам тайну, а что там у Индии с ядерной программой и каково роль Российской Федерации и Росатома в частности в этом? Ну, давайте по порядку. Индия, Раша, Пхай-Пхай, это, конечно, известно, но Индия никогда не подписывала договор о нераспространении ядерного оружия, имея собственный ядерный потенциал и продолжает наработку делящихся материалов для оружейной программы. Это если кто-то на секундочку забыл, в каком мире мы находимся. Напомню, что первый испытательный взрыв Большой Будда, 1974 год. И, собственно говоря, с того момента Индия медленно, наверное, накапливает свой ядерный арсенал. И инциденты с Пакистаном, которые могут перерасти в ядерную войну, потому что с той стороны ровно то же самое, это не шутка, и разговоры о том, что мы можем отсидеться в сторонке и не заметим, как две страны разбомбят друг друга, тоже не очень хороши. Напомню, что модель так называемой ядерной зимы прорабатывалась еще в 70-е годы, в 80-е повторяли, и совсем недавно специалисты Принстонского университета. Речь не идет о том, что радиоактивные вещества перекроют путь солнечным лучам, а из-за этого мы замерзнем. И речь идет о тотальных пожарах на поверхности Земли. Все, что может гореть, будет гореть, в том числе всевозможные АЗС, нефтеперерабатывающие заводы и так далее. Речь идет о том, что то количество сажи, которое будет поднято в воздух, даст отголосок по всей планете. По оценкам джентльменов или мистеров из Принстона, полномасштабная война между Индией и Пакистаном – это минус 2 градуса на планете. В течение 3 лет будет достаточно прохладно. Разумеется, ближе к эпицентру охлаждение будет сильнее, но ближе к эпицентру, напоминаю, что население Индии там что-то около 1,5 миллиарда, население Пакистана 280 миллионов человек. Так что не все так просто с Индией. Достаточно долго после 1974 года, то есть после того, как Индия в открытую заявила, что имеет ядерное оружие и все технологии для их разработки, с Индией никто не сотрудничал. Причины: МАГАТЭ считает, что страна должна прежде всего подписать договор о нераспространении ядерного оружия, и второй момент – согласиться на гарантии со стороны МАГАТЭ ко всем ядерным и радиационно опасным объектам. Это не просто слова. Если вы, государство, являющееся участником договора о нераспространении, подписали документы о гарантиях, это значит, что на всех ваших ядерных объектах в любое время могут появиться инспекторы МАГАТЭ. Все делящиеся вещества, как в свежем топливе, так и в облученном топливе, в обязательном порядке состоят на учете. МАГАТЭ обязаны знать, где она находится, условия хранения, условия охраны и так далее, и так далее. Вот ничего этого у Индии не было достаточно долгое время. При этом изо всех сил Индия развивала собственное направление. Тут тоже достаточно занимательный подход. Месторождений урана на территории Индии не так много, тем не менее, те реакторы, которые у нее работают, это тяжеловодные. Там, напомню, обогащение урана по делящемуся изотопу уран-235 вообще отсутствует, зато объем урановой руды нужен весьма значительный. Программа в гражданском направленности у Индии достаточно известна. Сначала освоить более современные проекты реакторов на тяжелой воде, затем перейти на реакторы с быстрыми нейтронами, то есть без замедления. И третье – это вовлечь в ядерный топливный цикл торий. Вот такая была программка, она вроде бы как остается, хотя подвижек таких сильных мы не наблюдаем. Единственное, что мы видим в качестве прогресса, то, что действительно за время работы в этом направлении в Индии от реакторов с тяжелой водой мощностью 100 мегаватт добрались до реакторов теперь уже 700 мегаватт. Последнее вот поколение у них такое. Но не более того. Что касается сотрудничества с Россией. Первый договор о строительстве атомной электростанции
на территории Индии, первый зарубежный проект, подписан между Советским Союзом и Индией в 1988 году. С нашей стороны подпись поставил Михаил Сергеевич Горбачев, с их стороны Раджив Ганди. Тем не менее, ничего не менялось. Никаком строительстве речь не шла, причины понятны. В 1988 году подписали, пока разбирались с площадками, геологические исследования и так далее, закончился Советский Союз. В 1992 году Россия вступила вот в эту добровольную ассоциацию государства-поставщики ГЯП, государства-поставщики ядерной продукции, так это называется, исключительно добровольно, повторюсь, там нет ничего обязывающего, сами вступили, сами и соглашайтесь. Собственно, вот эта ассоциация государства ядерные поставщики, страны-экспортеры ядерных товаров и, соответственно, технологий, в 1974 году и возникла. То есть сразу после проведения испытательного ядерного взрыва в Индии вот это и состоялось. Там, собственно говоря, два момента. Повторяю, все добровольно, никаких обязывающих документов внутри этой ассоциации нет. Основное, чем они руководствуются, руководящие принципы. White Lines, так называется, содержат они два списка. Триггер-лист, специальные ядерные материалы, основные части ядерных реакторов и все, что касается переработки, обогащения и производства тяжелой воды. Вот это поставляется только в том случае, если государство является участником договора о нераспространении и на все ядерные объекты распространяются гарантии МАГАТЭ. Второй список – это Dual Use List, товары двойного назначения. Здесь уже сложнее, здесь все подряд, начиная с высокоточных станков, специальных насосов, вакуумного оборудования и так далее, и так далее. Электроника, автоматические системы управления технологическими процессами. Здесь государство может не быть участником договора, поскольку вот эти товары могут использоваться в обычной гражданской отрасли, то есть здесь не так строго. Но, тем не менее, в 1992 году Россия, новая Россия, так сказать, в это объединение вступила и сама себе перекрыла возможность сотрудничать с Индией в атомной энергетике. Но это с одной стороны, с другой стороны, вряд ли для кого-то секрет, что в 90-е годы нам было точно не до сотрудничества. И здесь надо отдать должное, как ни странно, политической воле со стороны Бориса Николаевича Ельцина, нашего первого президента замечательного, который в 1998 году переподписал соглашение по Кудан-Кулам. Здесь достаточно, с одной стороны, изящно, с другой стороны, тяжеловесно в режиме Ельцина Бориса Николаевича. Договор подписывал Советский Союз, Россия взяла на себя все обязательства, значит, придется строить. Тяжелый вот такой момент. Тем не менее, действительно, строительство началось. Первый бетон по первому блоку в 2001 году, второй блок в 2002, в следующем году подряд. Строительство шло достаточно медленно, отсутствовал межгосударственный кредит, Индия находила деньги сама, и по мере оплаты каждого этапа эти этапы вперед и двигались. Напомню, что первый реактор был запущен в 2014 году, второй в 2017. Что такое площадки атомных электростанций в Индии? Это 6 блоков. То есть, вот то, что мы называем крупнейшей в Европе Запорожская атомная электростанция, там это такое рядовое явление. 6 блоков, ничего страшного. Строится там реактор ВВР-1000, не 1200. Связано это с тем, что в конце прошлого века был разработан специальный проект ВВР-1000 для зон с высокой сейсмической активностью. По сейсмической активности к ней относится 100% территории Индии. Тут вариантов нет. Если говорить о достоинствах этой технологии, то начавшийся строительством в 1999 году первый блок атомной электростанции Тяньвань в Китае уже имел ловушку расплава. То есть, если бы использовали все эти технологии, а не какие-то другие, то никаких Фукусим бы не состоялось. Это об уровне работы наших проектировщиков. И родного города Подольска, разумеется, замечательного конструкторского бюро «Гидропресс». То есть, там как-то умеют рассчитывать, какими могут быть риски и что с этим делать. Это что касается начала сотрудничества с Россией. Вот в таком немножко усеченном виде, но тем не менее дело двигалось.
В начале нулевых, видимо, решив, что настал момент, пришла пора, Индия заявила, что ей нужна огромная атомная программа, население растет, спрос на электроэнергию идет тоже. И заявки всегда звучали, там, то ли 50 реакторов требуется, ну, атомных энергоблоков, то ли 100, вот что-то такое. В связи с этим начались переговоры с Соединенными Штатами. Соединенные Штаты сотрудничать с Индией не могли. У них есть закон об атомной энергетике. В нем есть параграф 123, где все те же требования, которые у государств ядерных поставщиков имеются. Может сотрудничать страна с Соединенными Штатами в атомной энергетике, если страна является участником договора о нераспространении ядерного оружия, удовлетворяет гарантиям МАГАТЭ. Это с одной стороны. С другой стороны, то ли 50, то ли 100 реакторов. АП-1000 Индию совершенно замечательно устраивали. От Westinghouse были еще кипящие реакторы от General Electric, но сама компания этот проект сняла с рассмотрения. То есть, с одной стороны, более чем серьезные деньги, огромная загрузка, с другой стороны, вот этот договор. И возник так называемый в 2006 году закон Хайда, он индивидуальный, исключительно для Индии. Для Индии сделано исключение из соглашения раз, два, три. Так обычно называют этот параграф 123. Смотрится очень хорошо. Соглашение 1, 2, 3. Вот так и называют. Взяли и исключили Индию. То есть объявили возможность работать в атомной энергетической программе всем желающим. Ассоциация государств ядерных поставщиков какое-то время сомневалась, но под двойным давлением к давлению присоединилась еще и Франция, которая тоже пообещали штук 20-30 реакторов. Тоже преисполнилась энтузиазмом. Индию объявили, сейчас формулировку найду, ответственное государство с передовыми ядерными технологиями, поэтому сотрудничать с ним, в общем, даже полезно. Действительно, в соответствии с этими документами, Индия зарезервировала под американские технологии 2 площадки. Площадка, напоминаю, это 6 реакторов, то есть зарезервированы площадки, на которых можно построить 12 блоков АП-1000. Это Мити-Вирди и Коввада, 2 буквы В в середине. А для французских технологий, для их АПР-1600, площадка Джетянур. То есть еще 6 блоков, 1600. Поэтому, когда говорят, что Индия собиралась к 30 году иметь 30 гигаватт, ну, ничего выдающегося в этом не было. Потому что на день сегодняшний 8,88 гигаватта. Добавляем сюда 13 гигаватт американских, 10 гигаватт французских. Все в полном порядке. В реальности строится Кудан-Кулам. Это уже связано еще с одним законом. В Индии много всего разного происходило, в том числе тяжелейшая катастрофа на химическом производстве, взрыв в Бхопале в 1984 году. И под давлением собственного населения государство, правительство, парламент в 2010 году приняли так называемый CLND Act – Civil Liability for Nuclear Damage Act. Как в обычных случаях выглядит строительство атомной электростанции за рубежом. Осуществлен физический пуск, выведена на 100% мощность, ну, грубо говоря, еще год работают команда компании, которая строила, затем полная передача в собственность под управление принимающей страны. В Индии все немножко иначе. Параграф 17 вот этого цивил-акта право регрессивных требований оператора к поставщику. Связано это с тем, что компания, которая владела заводом в Бхопале, Union Carbide, ушла, заплатив то ли 10 миллионов долларов, то ли 5 миллионов долларов, и вообще исчезла, растворилась. Соответственно, вся тяжесть того, что пришлось разгребать после этого инцидента, так скажем, легла на правительство Индии, никому это в Индии не понравилось. Соответственно, не идут строительства ни американских реакторов, ни французских реакторов, потому что и французские, и американские атомщики не очень понимают, а как же так? А что ж теперь делать? Потому что в этом Civil Act есть еще параграф 46, который
гласит, что акт не ограничивает другие законы Индии. То есть в том случае, если авария признана по вашей вине, некачественное оборудование, нарушение технологических каких-то звеньев, вы будете платить все, что в таких случаях делает любая другая индийская компания. Им не нравится. В России, как ни странно, нравится, потому что при подписании договоров о строительстве второй и третьей очереди атомной электростанции Кудан-Кулам Росатом добился детализации. Да, такая ответственность наступает, если выявлено грубое нарушение при производстве оборудования, но в том же договоре вбита обязательство принимающей страны, то есть страны заказчика, проводить заводскую проверку. То есть мы вот этого не стесняемся, к нам можно приехать на любой завод и посмотреть, какие механизмы оборудования мы производим. Французы и американцы на это пойти не могут. Причина в том, что если у Росатома все внутри контура Росатома, то есть если вы приезжаете проверять заводы-изготовителя, вы и катаетесь по Росатому, то во Франции, наверное, самый сложный вариант. Напомню, что при строительстве атомной электростанции Кудан-Кулам, при строительстве атомной электростанции Олкилуота в Финляндии поставки оборудования шли из 21 тысячи компаний, расположенных в 93 странах мира. Здесь заводскую проверку провести довольно сложно. Что касается американцев, то напомню, что вот 2 реактора по технологии АП-1000, которые им удалось запустить у себя в Соединенных Штатах, но корпуса реакторов, например, приехали из Японии. То есть там тоже заводскую проверку не проведешь. И, значит, действительно может закончиться тем, что произойдет авария, выяснится, что кто-то из этого бесконечного количества компаний где-то грубо ошибся, а платить будет либо Вестингаус в случае Соединенных Штатов, либо ЭДФ в случае Франции. И вот, собственно говоря, такой вот катаклизм. Это вот так выглядит атомная энергетическая программа Индии. Международное сотрудничество в связи с тем, что есть исключение из соглашения параграфа 123 закона США об атомной энергетике и регулирующих документов государств ядерных поставщиков сотрудничества с Россией, потому что для России сделано исключение из вот этого цивил-акта. В общем, все на исключениях, но тем не менее вот такая модель создана. Что касается того, сколько у них реакторов на день сегодняшний, в документах МАГАТЭ в базе ПРИС 23 штуки. Из них 2 атомные электростанции Кудан-Кулам, блок номер 1, блок номер 2. Блок номер 3 должен быть введен в наступающем 26 году, блок номер 4 в наступающем 27. Работы на 5-6 тоже ведутся, идут переговоры о предоставлении еще одной площадки. Но обратите внимание, что если даже будет предоставлена ровно одна площадка, для Росатома это будет более чем серьезный заказ. Одна площадка, 6 реакторов, но есть площадки, где государственный регулятор Индии уверен в том, что она выдержит и 8 блоков. Так что нам одну такую площадку на какое-то время мы всем более-менее обеспечены. Так что переговоры, разговоры, что касается реакторов действующих, из 23 6 реакторов на 2 атомных электростанциях не находятся под гарантиями МАГАТЭ. Это тяжеловодные реакторы мощностью 220 мегаватт каждый. Технически перевести их на работу оружейного плутония можно в течение рабочей недели. Инспекторов МАГАТЭ там нет. Есть обязательства со стороны Индии перед США. То есть, когда им США делали исключение из параграфа 123 закона об атомной энергетике, Индия в ответ обязалась не проводить ядерных испытаний, обязалась не передавать ядерные технологии в другие руки, и что-то там еще обязалась. Вот таких исключений на исключение. Но при этом Индия остается не только атомной энергетической державой, но и ядерной военной. У них есть собственные газовые центрифуги для обогащения, расположена на 3 площадках по тем сведениям, которые имеются. Сведения не раскрываются, какого качества центрифуги, какого поколения, подкритические, надкритические, неизвестно. Общая производственная мощность заводов по обогащению урана не раскрывается. Вот такая замечательная страна. Поэтому, когда нам говорят, что сотрудничество с ней может вестись полностью открытым, тогда надо все-таки дождаться, когда Индия хоть что-нибудь будет раскрывать. Пока мы этого не наблюдаем.
Один из вариантов, да, что касается самих реакторов, мощность у них самая разная, причем, что характерно для Индии, реальная мощность и название того или иного проекта реактора не совпадают. У нас, ну, если берем российский ВВР 1000, электрическая мощность 1000 мегаватт, ВВР 1200, электрическая мощность 1200. Индийский ПХВР 500, мощность 220. ПХВР 700, мощность 550 и так далее. То есть там может быть что угодно, тем не менее, вот они есть. Это собственная технология, да, базируется на канадских Канду. Канду – это аббревиатура, Кан – Канада, Д – дейтерий, У – ураниум. Тут тоже все понятно, но тем не менее они прошагали достаточно далеко вперед. МАГАТЭ считает, что это реакторы второго поколения, то есть здесь постфукусимских требований по безопасности, по уровню безопасности просто нет. Индия считает, что ей и так хорошо, хорошо себя чувствует. Тем не менее, работа идет. Что касается возможного сотрудничества, то один из вариантов их атомной энергетической программы – это базовые крупные атомные электростанции по 6 по 8 блоков ближе к побережью, потому что для таких реакторов требуется большое количество воды для охлаждения. А то, что внутри территории, либо они будут обходиться вот своими последним достижением ПХВР-700, Press Heavy Water Reactor, тяжелая вода под давлением, вот они планируют расставлять внутри территории, то есть ну, там, где нет таких жестких требований по воде. Получается, это у них медленно, сроки строительства обычно срываются, не исключено, что здесь сотрудничество с Россией, нашими малыми модульными реакторами на базе Ритм-200Н, может быть, на базе того, что сейчас находится на разработке ВКБМ имени Африкантова в Нижнем Новгороде. Ритм-400, у него мощность 110 мегаватт. Может быть, вот здесь какое-то сотрудничество тоже возможно. Вот как такая у нас обстановка с атомной Индией. Далеко не однозначно, далеко не простая. Площадки для французов и для американцев по-прежнему зарезервированы. Индия продолжает ждать, когда же месье и мистеры вспомнят, что они документы подписывали и начнут что-нибудь строить. Но пока получается тяжело. Вроде бы в Индии пошли разговоры о том, что нужно смягчить требования по гарантиям, с тем, чтобы инвесторы так далеко не отпрыгивали, прочитав параграфы 17 и 46, но это пока на уровне разговоров. Хотя опыт показывает, что Индия, если сделать исключение для нее, может сделать исключение и для вас. Так что, может быть, то, что мы сейчас не увидели никаких документов, подписанных по сотрудничеству в атомной энергетике, это еще и может ни о чем не говорить. Самое интересное могло быть проговорено устно, с тем, чтобы потом в работу вступили законодатели. Именно законодатели, то есть не государственные регуляторы Индии, Росатом, не атомные компании, а вот сначала должны все выяснить между собой господа законодатели. Посмотрим, может быть, какая-то дополнительная информация появится. Визит только что закончился. Борис Леонидович, большое спасибо за комментарии, друзья. Подписывайтесь на телеграм-канал Геоэнергетика Инфо, ссылка будет в описании и закрепленном комментарии. Там же будут реквизиты для желающих финансово поддержать наш проект, чтобы мы и дальше также бодро вещали на всех площадках без монетизации, исключительно благодаря вашей финансовой поддержке на Sponsor.ru. Спасибо, до новых встреч. Если кому-то многорукая атомная программа Индии показалась интересной, пишите, продолжим. Всем спасибо за внимание, всем всего доброго.